Глава 496. Великолепная женщина и духовный источник. К большому удивлению Ханьли, путь на карте, которую он нашел в стене, был спокойным. На пути ему не встретились какие-либо ограничения или марионетки. Следуя карте, он без проблем добрался до высокой стены. Ханьли сверился с картой, осмотрев на эту каменную стену. Это место, уверенно пробормотал он себе под нос. Щелкнув пальцами, он выпустил из одной руки полоску лазурного меча и направился к каменной стене. Ханьли обрадовался, увидев, что на стене нет ограничений, и, как он надеялся, стена была полой. Он взмахнул мечом и с легкостью разрезать круг диаметром 3 метра, мягко подтолкнул его другой рукой, обнажив большую дыру с темным интерьером. Плавный свет на его пальцах исчез. Затем он выпустил из ладони шарик белого света и медленно протолкнул его в комнату. Без каких-либо дальнейших колебаний он проворно прыгнул вслед за шариком. Тайная комната была всего около 6 метров в высоту и шириной около 15 метров. Хотя вся комната была покрыта толстым слоем пыли, в центре комнаты была транспортная формация. Транспортная формация была вся изрисована кривыми линиями, а ее талисманные надписи были выполнены так грубо, будто эту формацию сделал неквалифицированный человек. Ханьли нахмурился. Может быть, эта формация не работает или уже давно заброшена. Он сделал шаг вперед и осмотрел формацию, используя свои знания о формациях. Через некоторое время он глубоко вздохнул. Хотя формация выглядела недоделанной, ее все равно можно было использовать. Кроме того, казалось, она не была предназначена для телепортации на большие расстояния. Вероятно, она вел к какому-то месту, которое Ханьли уже мог видеть. Ханьли достал несколько духовных камней и быстро разместил их на 4 сторонах формации. Формация слегка загудела и загорелась слабым светом. Ханьли улыбнулся. Вместо того, чтобы поспешно воспользоваться формацией, он повернул голову, взглянул на отверстие в стене и задумался. Он подошел к стене и использовал несколько второстепенных магических методов восстановления, возвращая упавший камень в отверстие. В мгновение стена вернулась к первоначальному виду. Ханьли смахнул пыль с рук и вошел на платформу формации, а затем исчез в вспышке света. Через мгновение Ханьли появился в тонком тумане. Туман был теплым и довольно приятно пах цветами. Около 3 метров впереди него был молочно-белый пруд, протянувшийся на 30 метров. Пруд, казалось, был источником белого тумана и ароматного запаха. Однако его ошеломило не это, а то, что около пруда сидела обнаженная женщина. Казалось, она наслаждалась водой. От удивительного зрелища ее блестящего, безупречного тела и длинных блестящих черных волос заставило Ханьли на мгновение оцепенел. Но когда он увидел ее лицо, Ханьли горько улыбнулся. Грубо взглянув на тело женщины со странным выражением, он сказал без малейшего намека на искренность: «Леди Юань, какое совпадение! Ты тоже здесь. Однако, похоже, я появился в неподходящее время». Голая женщина в пруду была той самой красоткой Юань-Я, которая исчезла во внутреннем зале. В этот момент Юань-Я была в шоке от внезапного появления Ханьли. Когда она услышала его слова, она тут же пришла в себя. Ее лицо покраснело. Она поспешно прикрылась руками и взволнованно вскрикнула: «Как ты сюда попал? Транспортную формацию не может использовать любой. Ты? Быстро, отвернись!» Юань-Я, похоже, была поражена и смущена. Ханьли слегка усмехнулся, ничего не ответил и небрежно вернулся к транспортной формации, осматривая ее окрестности. Каменная комната, которая простиралась более 100 метров, и имела каменные ворота с обоих концов. Рядом с прудом напротив Ханьли, на его берегу лежала черная одежда и несколько сумок для хранения. Когда взгляд Ханьли упал на заднюю стену, он увидел в стене белую нефритовую скульптуру головы дракона, установленной на 10-метровой стене. Ниже скульптуры на 10 метров была выемка, сияющая зеленым светом, который исходил из нефритовой бутылки с длинным горлышком. Казалось, что в нее было что-то очень ценное. Когда Юань-Я увидела, что Ханьли заметил эту нефритовую бутылку, она забыла о своем смущении и была удивлена. Однако Ханьли быстро перевел взгляд и направился к краю пруда, опустив голову, желая взглянуть на молочно-белую воду. Юань-Я внутренне вздохнула, а ее выражение вернулось в норму. Однако ее красивые глаза блестели странным светом, как будто она о чем-то думала. В тот момент Ханьли вдруг как будто что-то вспомнил и провел рукой по поверхности пруда. Ханьли набрал в ладонь немного воды и поднес ее к своим глазам. Вода пруда была чрезвычайно ароматной и была наполнена чистой ци неба и земли. Но через мгновение он увидел, что ароматная ци исчезла из воды, и вода стала обычной. Выражение лица Ханьли вздрогнуло. Он отбросил воду в руке. Духовный источник.
Я действительно не ожидал, что хозяин небесного зала разместит здесь такой большой духовный источник. Неужели ты поэтому была такой храброй, когда решила пойти сюда? Спокойно заговорил Хань Ли, повернувшись к ней. В этот момент Юань-Я восстановила свое спокойствие, но когда она увидела, что Хань Ли пронесся мимо ее голых плеч, она невольно сконфузилась и сердито ответила: «Как ты со мной разговариваешь? Ты разве еще не насмотрелся на мое голое тело?» Даже с ее прекрасным лицом, искаженным от гнева, она все равно казалась довольно изящной. Она была поистине самой выдающейся красоткой своего поколения. Когда взгляд Хань Ли сосредоточился на ее теле, его сердце зажглось. Несмотря на то, что ему удавалось сохранять свой разум ясным и свободным от желаний, он все равно был мужчиной. Несмотря на то, что он не был заинтересован в принуждении к позорным и непримиримым действиям, он не мог не любоваться красотой женского тела. Хань Ли сел у пруда, снял сапоги и смело шагнул в воду. Он неторопливо подразнил ее: «Если леди Юань хочет надеть одежду, пожалуйста, не стесняйся. Я нисколько не остановлю тебя. Однако, если есть возможность посмотреть на такую удивительную красотку, пожалуйста, не ожидай, что я буду действовать как культурный джентльмен, я все равно буду подглядывать за тобой». Сказав это, Хань Ли с улыбкой уставился на краснеющую женщину. Лицо Юань-Я стало алым. Она хотела было что-то сказать, но промолчала, закатив глаза. С очаровательной улыбкой она усмехнулась и сказала: «Хе-хе, я знала, что даосы ничем не отличают от обычных мужчин, но никак не ожидала, что ты, Хань Ли, окажется таким же животным. Ну что ж, так и быть, по доброте своей я позволю тебе на мгновение насладиться видом своего тела. Однако культиваторы все равно не в состоянии оценить всю красоту женского тела. Так что я просто надену свою одежду». Сказав это, она смущенно подняла руку из воды и слегка почистила волосы. Затем она соблазнительно улыбнулась Хань Ли, раскрыв любовное очарование от ее безупречной красоты. Ум Хань Ли застыл, как будто он был пленен ею. В этот момент Юань-Я изящно ударил по воде, подняв перед собой завесу белого тумана, полностью заблокировав обзор Хань Ли. Она воспользовалась этой возможностью, чтобы вылезти из воды, и тут же метнулась к своей одежде и вещам. Затем из ее тела вышло облако черной ци, снова заблокировав обзор Хань Ли. Как только черная ци исчезла, Юань-Я была полностью одета. В неизвестное время нефритовая бутылка с длинным горлышком из-под статуи исчезла. Глава 497. Многолетнее духовное молоко и духовное дерево. Белый туман рассеялся, и Хань Ли снова равнодушно посмотрел на женщину. Хань Ли пробормотал: «Очень жаль, что я больше не могу наслаждаться таким видом». Услышав это, Юань-Я сначала покраснела, а потом усмехнулась: «Разве брат Хань не отправился на 5-й этаж вместе с теми мастерами?» «Как ты сюда попал?» Сказав это, она провела рукой по своим влажным волосам. Несколько прядей черных волос выбились из общей кучи и упали на лицо. Это контрастировало с ее белоснежной кожей. Хань Ли наслаждался этим видом, поскольку эта женщина была одной из величайших красоток, каких он когда-либо видел. Казалось, одним движением она могла свести с ума любого. Немного посмотрев на ее изящный вид, он спокойно сказал: «Я просто разрушил ограничение и в итоге телепортировался сюда. Я хотел бы поинтересоваться у леди Юань. Что это за место разрушил ограничение?» Она перевела взгляд и таинственно улыбнулась. Было ясно, что она не верила Хань Ли, но Хань Ли не собирался рассеивать ее сомнения. Он просто хихикнул и равнодушно уставился на нее без слов. Лицо Юань-Я слегка покраснело. Этот Хань Ли действительно сейчас стал для нее головной болью, поскольку она знала, что ей с ним не справиться. Мало того, что она была свидетелем ужасных насекомых Хань Ли, но даже ее чарующие техники на него не действовали. Она нахмурилась и ответила ее: «Это секретная комната на 2-м этаже. Вы вышли из такой потрёпанной транспортной формации. Если бы я знала, что это возможно, я бы уничтожила ее, чтобы не иметь дела с тобой». Сказав это, Юань-Я с явной досадой посмотрела на Хань Ли. Похоже, она все еще чувствовала себя огорченной, что он видел ее обнаженное тело. Хань Ли оставался совершенно невозмутимым, как будто не слышал ее. Вместо этого он лениво протянулся и вышел из воды, а затем надел ботинки. Проведя в воде столь короткий промежуток времени, он восстановил часть своей магической силы. Хотя он хотел провести там больше времени, он чувствовал, что было лучше как можно скорее покинуть небесный зал. В результате Хань Ли больше не обращал внимания на Юань-Я и пошел к южному выходу из комнаты. Когда он подошел к выходу, он увидел нечто странное. Там была большая каменная комната с полностью раздробленной куклой, которая лежала на земле.
Было ясно, что Юань-Я сражалась здесь. На другой стороне комнаты были ворота. Из них искрился знакомый белый свет, который выглядел точно так же, как и в других воротах внутреннего зала. Хань Ли замер на мгновение, а затем направился к ним. Какое-то время он просто смотрел на них, а затем достал свой фрагмент карты небесного зала и влил в него свою духовную силу, а затем постучал по двери. В результате дверь засверкала белым светом, но больше ничего не произошло. Хань Ли вздохнул. Как и ожидалось, использование фрагмента карты для выхода было невозможно. Он задавался вопросом, хватит ли его навыка разрушить ограничение. Поскольку он не смог найти решение, он направился к северному выходу. Взгляд Юань-Я упал на Хань Ли. Через мгновение она холодно сказала: «Что ты делаешь? У этих ворот грозное ограничительное заклинание. Его не может уничтожить обычный культиватор. Может быть, вы хотите сломать его и захватить сокровища внутри?» Как только Хань Ли прибыл к другому выходу, не поворачивая головы, он сказал: «Я хочу покинуть небесный зал». «У тебя есть лучший способ». Глаза Юань-Я ярко засверкали, а на ее лице появилось своеобразное выражение. «Нет. Однако я хочу заполучить сокровище, которое находится здесь. Не хочешь присоединиться ко мне?» Он внезапно остановился и сказал: «Охота на сокровище. Кажется, ты здесь довольно долго. Если ты действительно можешь преодолеть ограничения, то почему не сделала этого раньше?» Юань-Я покраснела, но выражение ее лица вскоре стало серьезным. «Я целый день исследую это место. Примерно через 4 дня я смогу прорваться через ограничения». Когда Хань Ли услышал это, он с удивлением повернулся и, прищурившись, посмотрел на нее. Юань-Я почувствовала беспокойство, а потом сказала: «Хорошо. Я признаю, что если бы я попыталась сломать ограничительное заклинание в одиночку, возможно, что небесный зал закрылся бы прежде, чем я успела. Но если ты мне поможешь, это займет меньше времени». Хан Ли молча стоял, не меняя выражения лица, и ждал, пока она продолжит, полагая, что ей еще есть что сказать. Юань-Я уставилась на Хань Ли и продолжила: «Однако, прежде чем мы разрушим ограничительное заклинание, я хотела бы договориться с тобой». «О чем? Скажи мне». Хань Ли скрестил руки на груди и пристально посмотрел на нее. «Если ты откажешься от сокровищ внутри, я согласна компенсировать его тебе». «Компенсировать?» На лице Хань Ли появилась заинтересованность. Юань-Я, казалось, была в нерешительности. Она опустила голову и стала что-то бормотать про себя, а затем подняла голову с решительным выражением. Она торжественно сказала: «Я готова передать тебе часть многолетнего духовного молока в качестве компенсации». «Что скажешь?» Выражение лица Хань Ли пошевелилось. Многолетнее духовное молоко. Легенда гласит, что даже небольшой глоток может мгновенно восстановить магическую силу. Говорят, что даже 10 тысяч духовных камней не смогут заменить одну каплю. «Ты об этом духовном молоке?» Юань-Я пристально посмотрела на Хань Ли с сверкающими глазами и медленно сказала: «Верно. Поскольку я доверяю тебе, я рискнула рассказать тебе об этом. Ты же не убьешь меня, чтобы забрать это сокровище?» Да, после путешествия вместе с Хань Ли через призрачный туман и на испытание льдом и пламенем Юань-Я знала, что, хотя Хань Ли не был честным джентльменом, он не был безжалостным и злобным негодяем. Конечно, если бы у нее были другие сокровища, которые бы могли привлечь его внимание, она бы рассказала о них. Хотя она считала, что Хань Ли не может напасть на нее, она все равно машинально потянулась к сумке для хранения, висевшей на поясе. Хотя она знала, что она не была равней Хань Ли по силе, у нее было несколько мощных защитных сокровищ, которые могли бы защитить ее от злых намерений. Именно поэтому она осмелилась упомянуть о духовном молоке. Хань Ли потер нос, ничего не говоря. Затем он повернулся головой к статуе головы дракона с созерцательным выражением на лице. Юань-Я заговорила мягким тоном: «Кажется, брат Хань уже понял это. Моё многолетнее духовное молоко — то, что накапливалось в духовном источнике более 10 тысяч лет. Так что ты должен знать, что я не обманываю его». Хань Ли спокойно кивнул. «Верно. Такой большой духовный источник, скрытый так хитро здесь, логично, что в нем есть духовное молоко». Лицо Юань-Я засияло, а ее глаза ярко засветились. «Так что ты думаешь?» Хань Ли посмотрел на Юань-Я холодным взглядом и спросил: «Скажи мне, какое сокровище скрыто внутри? Поскольку ты готова заплатить мне такую цену, то сокровище должно стоить еще больше». Когда Юань-Я увидел выражение лица Хань Ли, по какой-то неизвестной причине, она почувствовала, что холод пробежал у нее по спине. Она запаниковала. «Брат Хань довольно забавный. Я здесь впервые, откуда мне знать, что внутри? Ты слишком подозрительный». «Ладно, ладно. Я скажу правду. Я знаю, какое сокровище внутри. Хотя его ценность эквивалентна многолетнему духовному молоку, оно гораздо важнее для меня.
Вот почему я готова дать тебе духовное молоко. Сокровище — неусовершенствованное духовное дерево. Юань-Я сначала хотела разыграть его, но когда она увидела, что взгляд Хань Ли стал холоднее, она поспешно сказала ему правду. По какой-то неизвестной причине она почувствовала страх при мысли о том, что они могут стать врагами. Хань Ли был ошеломлен довольно долго, а затем спросил в изумлении: одно из 3 божественных деревьев, способных закалить тело и увеличить духовную силу, что позволяет укрепить свое духовное чуть, немного подумав, она тихо сказала: «Да, именно так. Однако меня не интересуют эффекты увеличения духовной силы, а скорее его способность сохранять и перестраивать душу, не позволяя их духовному чутью рассеяться. Духовное дерево и многолетнее духовное молоко». Хань Ли смотрел в потолок, бормоча про себя. Глава 498. Отличие правды. Хань Ли повернулся к Юань-Я и неторопливо сказал: «Вот почему здесь был духовный источник. Он питает духовное дерево. Я действительно не против многолетнего духовного молока, но духовное дерево тоже неплохо». Услышав это, выражение Юань-Я мгновенно стало холодным. «Расслабься. Дерево росло здесь много лет, питаясь большим количеством духовной энергии, дерево не может быть маленьким. Мне нужна лишь часть его корней, все остальное можешь забрать». Выражение Юань-Я смягчилось, но в ее глазах были сомнения. «Тебе нужны только корни», — Хань Ли равнодушно ответил. «Естественно, я по-прежнему хочу многолетнее духовное молоко, что ты мне предложила раньше». Взгляд Юань-Я слегка изменился. Похоже, она сделала собственный вывод о намерениях Хань Ли. Она сладко усмехнулась: «Хе-хе. Брат Хан довольно проницателен. Корни духовного дерева, безусловно, стоят довольно дорого, но я все равно согласна на эти условия». Несмотря на это, она почувствовала облегчение. Хань Ли улыбнулся и не стал ей ничего объяснять. Юань-Я засмеялась: «Давай сначала пробьемся через ограничительное заклинание. Я скажу тебе все, что знаю о нем». Казалось, она торопилась еще быстрее, чем Хань Ли. «Прежде чем мы начнем, я хочу знать, не хочет ли леди Юань принять ванну из духовного источника снова». Хань Ли указал на пруд с таинственной улыбкой. Юань-Я кокетливо сказала: «Ты верно шутишь. Этот духовный источник соединен со всеми частями внутреннего зала мастером небесного зала, используя глубокие ограничения. Если бы у меня была способность использовать его, я бы сразу же нацелилась на небесный котел, вместо того, чтобы прятаться здесь». Услышав это, Хань Ли был слегка разочарован. Кажется, он стал слишком жадным. Узнав о сокровище, он решил немедленно его приобрести. Это не было хорошо. Если так продолжится, он рискует погибнуть от своей жадности. С этой мыслью Хань Ли успокоился, а затем продолжил торжественным голосом: «Леди Юань должна отдать мне духовное молоко, прежде чем мы заговорим об ограничительном заклинании. Вместе мы сможем прорваться через него не более, чем через 2 дня». Когда Юань-Я услышал это, ее сладкая улыбка изменилась на ужасное выражение. Через 2 дня примерно в 20 километрах от небесного зала мужчина и женщина вышли из вспышки белого света над морем. Мужчина выглядел совершенно обычным. Помимо его ясных глаз, в его внешности не было ничего примечательного. Однако женщина была такой изящной, как цветок, с яркими, живыми глазами. Выйдя из вспышки света, они оглянулись по сторонам. Увидев, что поблизости нет других культиваторов, они оба вдохнули с облегчением. Это были Хань Ли и Юань-Я, которые прорвали ограничительное заклинание тайной комнаты. Юань-Я посмотрел в сторону небесного зала со странным выражением: «Кажется, остальные все еще там. Им понадобится какое-то время, прежде чем они выйдут. Неужели ты думаешь, что эти эксцентрики стадии зарождающейся души просятся прочь из небесного зала, заполучив сокровище, прям как мы?» Хань Ли нахмурился. Юань-Я небрежно погладила свои волосы и тихо сказала: «Не бойся, как только они взяли какое-либо сокровище, их телепортировало случайное место, он может быть где-то рядом с районом небесного зала до нескольких сотен километров. Никто не может контролировать такой обширный район». «Хорошо». Хань Ли спокойно кивнул головой. Юань-Я вдруг спросила, что? Неужели брат Хан оскорбил кого из этих эксцентриков зарождающейся души? Тогда тебе следует быть осторожнее. Леди Юань не стоит беспокоиться обо мне. Поскольку у меня есть дела, о которых мне следует позаботиться, я покину тебя». Сказав это, Хань Ли бесцеремонно выстрелил в небо, превратившись в полоску лазурного света. Он совершенно не хотел оставаться здесь, поэтому не стал слушать ее ответ. Увидев, что Хань Ли так внезапно улетел, Юань-Я была ошеломлена. Через некоторое время она покачала головой.
Затем она вытянула руку и вытащила длинный деревянный блок со вспышкой черного света. Деревянный блок был грубым и обгоревшим, в результате чего выглядел довольно уродливо. Когда она взглянула на него, на ее лице появились следы печали. «Старшая сестра Ян, пожалуйста, подожди еще несколько дней. Я найду кого-нибудь, кто сможет усовершенствовать этот кусок древесины коробку сохранения души, чтобы твоя душа не рассеялась». Сказав это, она надела капюшон, который скрыл ее удивительную красоту. В мгновение ока она окуталась черной ци, улетев в другом направлении. В мгновение ока море снова стало спокойным. Между тем, несколько человек торжественно стояли на платформе 5-го этажа небесного зала с мрачными выражениями. Это были 6 культиваторов стадии зарождающейся души, которые, видимо, пришли к какому-то соглашению, поскольку Мэн Хуцзы стоял совершенно спокойно. Мы обыскали каждый уголок 3-го, 4-го и 5-го этажей. Разрушив несколько ограничительных заклинаний и уничтожив кукол, мы не нашли их. Цзень-инь, у тех двоих с тобой особые отношения. Ты же не приказал им схватить сокровище и бежать. С мрачным выражением проговорил Ван Тиньмин. Лицо Цзень-иня скривилось от раздражения. «Мастер секты Вань, ты уже спрашивал меня об этом несколько раз, и ответ мой по-прежнему тот же. Он мой внук. Поскольку я лично использовал секретную технику для его поиска, я не могу ошибаться. Если бы не препятствие ограничительные заклинания, я бы смог почувствовать, что мой внук погиб, и это помешало бы двум другим сбежать с сокровищами». Цзень-инь уставился на Мэн Хуцзы и мрачно добавил: «С учетом сказанного, я лично считаю, что это Мэн Хуцзы самый подозрительный тут. Почему он увел нас от небесного котла? Более того, он не рассказывает историю о его младшем. Может быть, ты вступил с ним в сговор заранее?» Мэн Хуцзы взглянул на него и с издевкой ответил: «Ха, с какой стати я должен тебе что-то рассказывать? Что мне с того, что мой младший сбежал с небесным котлом? Я пытался сбежать от вас, как я мог помочь ему? Проще сказать, что Учо умер, кто может доказать, что это правда?» Ты, Цзень-инь, закипел от гнева. Его любимый внук умер, а теперь из него пытались сделать козла отпущения. Он не собирался молчать и хотел было яростно возразить, но Цинь прервал его, пытаясь смягчить напряженность. «У нас нет причин спорить. Кто-то из тех троих взял сокровище. Не все ли равно, кто именно это был? Сейчас самое главное — найти их, живыми или мертвыми. На данный момент мы уже установили ограничительное заклинание у входа на 3-й этаж, так что мы не позволим им ускользнуть. Они не смогут попасть ни в одну из секретных комнат над 2-м этаже. Поскольку все они только культиваторы на ранней стадии формирования ядра, даже если они объединят силы, они все равно не смогут противостоять нам. Разумеется, если они не решили совершить самоубийство. Однако, мы обыскали все этажи с 3 по 5, не обнаружив даже следа, холодно сказал Ван Тиньмин с подозрительным выражением. Так думал не только он, все 3 культиватора праведного Да были настроены скептически. Они уже несколько раз разговаривали об этом, придя к выводу, что 3 этих эксцентрика дьявольского Да придумали какой-то сложный трюк. Они умышленно увели их от небесного котла, позволив своим младшим захватить его. Таким образом, они чувствовали некоторое сожаление и продолжали пристально наблюдать за действиями культиваторов дьявольского Да. Культиваторы дьявольского Да, естественно, понимали намерения группы Ван Тиньминя. Однако они тоже горели от нетерпения, но ничего не могли поделать. Все, что они хотели сделать, это быстро найти Хань Ли и других, чтобы забрать небесный котел. Пока культиваторы зарождающейся души сражались друг с другом во внутреннем зале, культиваторы формирования ядра уже воспользовались хаосом и сбежали с сокровищем. Если бы эта новость распространилась, они стали бы посмешищем. Кроме того, как они могли позволить небесному котлу попасть в руки Хань Ли и других, Мэн Хуцзы также был в растерянности, поскольку костяной мудрец действовал не по плану. Неужели он действительно сбежал с небесным котлом? Для обычного культиватора стадии формирования ядра было невозможно пробиться через ограничения секретной комнаты 3-го этажа. Однако, для культиватора призрачного Да, такого, как костяной мудрец, это было бы возможно. Хотя у Мэна Хуцзы возникали такие подозрения, он не придавал им большого значения. Чтобы как-то отвлечься от этих мыслей, он сказал холодным тоном: «Как вы думаете, может быть, что старейшины Дворца Звезд все еще скрываются где-то поблизости? Когда они увидели, что мы закончили, они могли бы воспользоваться возможностью и уничтожить 3 культиваторов формирования ядра, чтобы захватить небесный котел». Услышав слова Мэн Хуцзы, остальные переглянулись между собой с мрачными выражениями на лицах. Глава 499. Дух артефакта волка.
Улетая от Юанья, Хань Ли не терпелось поскорее вытащить небесный котел и изучить его содержимое. Уступив своему желанию, он попробовал открыть котел, но, как он ни пытался, крышка ему не поддавалась. Он и вливал невероятное количество магической силы и бил по котлу своими магическими сокровищами от досады, но в ответ котел только мерцал синим светом. В конце концов, Хань Ли удалось вернуть самообладание и взглянуть на ситуацию со стороны. Помимо того, что он мог уменьшать и увеличивать его. Придя к этому выводу, Хань Ли почувствовал себя разочарованным. Он посыпал проклятиями мастера Небесного Зала. Очевидно, мастер Небесного Зала был странным человеком. Дело не в том, что нужно было быть культиватором зарождающейся души, а скорее нужно было использовать какой-то трюк, чтобы открыть котел. Обычным использованием духовной силы было невозможно этого добиться. Может, это было как-то связано с тем, что его окружало небесное ледяное пламя. Ум Хань Ли был затуманен эмоциями, поэтому он мог делать только спутанные догадки. Немного подумав, он пришел к выводу, что для сокровища высшего ранга области моря рассеянных звезд было нормально использовать какую-то уловку, чтобы открыть его. Через мгновение он смог обнаружить две замечательные способности древнего сокровища. Самая простейшая способность, которую он обнаружил, заключалась в том, что, вливая в котел духовную силу, он создавал желто-красный барьер вокруг тела пользователя. Он лично был свидетелем своей мощи Небесного Зала, когда увидел, что он блокировал захват Лао Маньцини, не причинив ему ни малейшего вреда. Его оборонительные возможности были явно огромными. Его другая способность требовала, чтобы Хань Ли пробормотал древнее заклинание скипетру. Погрузив свое духовное чутье в оба конца скипетра, он мог либо разыскать двух маленьких волков, одного красного, другого желтого, либо вызвать одного большого серебряного волка. Маленький красный волк, казалось, был создан из духовной ци огненного элемента и обладал врожденными огненными магическими методами. Маленький желтый волк обладал духовной ци земного элемента. Среди его техник было несколько методов, которые Хань Ли сам прежде изучал, и он никак не ожидал, что волк может владеть ими. Между тем, серебряный волк был довольно хлопотным. Он не мог контролировать его. Хотя серебряный волк реагировал на его приказы, он всегда двигался довольно неохотно. Приказав волку показать его магические техники, он проигнорировал его приказ. Хань Ли потерял дар речи, когда увидел в его глазах человеческую наглость. Хань Ли догадался, что серебряный волк явно является истинной формой духовного артефакта скипетра. Вероятно, волк отказывался подчиняться Хань Ли из-за того, что он еще не усовершенствовал скипетр. Однако Хань Ли четко помнил, как удивился костяной мудрец при виде него. Он даже выпустил свою стрелу из золотого молниеносного бамбука молнии в присутствии Цзень Иня, чтобы захватить это. Несомненно, этот скипетр не мог быть обычным. Так что Хань Ли просто убрал этот скипетр без капли разочарования и решил взглянуть на другие сокровища, которые он приобрел в Небесном Зале. У него было много сокровищ, которые ему дали те старые дьяволы, эмблема белого носорога, ледяная жемчужина и другие. И хотя после пристального осмотра он не обнаружил ничего подозрительного, он не осмелился продолжать носить их и убрал в сумку для хранения. Хань Ли не хотел отказываться от своих экстраординарных оборонительных способностей и решил оставить эти сокровища при себе. Хань Ли также изучил обломки марионеток, многолетнее духовное молоко и корни духовного дерева. Просматривая свои трофеи, Хань Ли случайно обнаружил несколько маленьких радужных бусин. Сначала он удивился, но потом вспомнил, откуда они. Когда он впервые обнаружил транспортную формацию в небесном южном регионе, он сжег радужный скелет, и после него остались эти бусины. Позднее он выяснил от костяного мудреца, что это был другой ученик-предатель Цзень Бриллианс. Однако Хань Ли все еще немного настораживало то, почему скелет был таким и какое он имел отношение к императору Юэ. Но, глядя на бусинки, Хань Ли вспомнил о небесных таблетках, которые вылетели из небесного котла. Однако эти таблетки были намного больше и также были освещены гораздо более ярким светом. Хань Ли посмотрел на бусины в руке и какое-то время пробормотал про себя, а затем отложил их с торжественным выражением. Затем Хань Ли проверил свое направление и надел свой кроваво-красный плащ, метнувшись вперед с огромной скоростью. Яркой красной вспышкой он озарил небо, направившись в город звездного неба. Хотя при этом он потерял большое количество духовной силы, его скорость была в несколько раз быстрее, чем скорость обычного культиватора стадии формирования ядра. В настоящее время он хотел как можно скорее вернуться в свою пещерную резиденцию, желательно до того, как другие культиваторы даже покинут Небесный Зал. Конечно, лучшим решением было бы покинуть свою резиденцию, но он оставил там выводок золотых прожорливых жуков. Он не хотел, чтобы они попали в руки к кому-нибудь другому.
Возможно, у врагов может быть какая-то секретная техника, чтобы ускорить их рост. Кроме того, он уже решил немедленно отказаться от своей пещерной резиденции после возвращения в город Звездного неба и воспользоваться транспортными формациями города, чтобы телепортироваться в район внешнего Звездного моря. Таким образом, он мог бы приобрести больше ядер демонических зверей и избежать того внимания, которое он привлек к себе в небесном зале, что позволит ему как можно скорее прорваться на раннюю стадию формирования ядра. После того, как Хань Ли потерял большую часть своей магической силы, он прекратил использовать свой плащ и переключился на свой обычный способ полета, восстанавливая силы с помощью среднерангового магического камня. Когда его магическая сила была восстановлена, он снова надел плащ, чтобы как можно скорее вернуться. Таким образом, Хань Ли смог преодолеть расстояние, которое обычно занимало для него полмесяца пути за несколько дней. По пути Хань Ли встретил несколько культиваторов, но они были только на стадии заложения основ или ниже. Он совершенно был не намерен вступать с ними в беседу и поэтому пронесся мимо них. Когда они увидели скорость движения Хань Ли, они, естественно, поняли, что он эксперт стадии формирования ядра и не осмелились его беспокоить. Но когда Хань Ли приблизился к городу Звездного неба, он стал чаще сталкиваться с культиваторами, встречая даже на своем пути группы, которые можно было считать целой армией. По прошествии месяца Хань Ли наконец встретил своего первого культиватора стадии формирования ядра. Когда этот культиватор увидел Хань Ли, он облетел его поодаль, совершенно не собираясь разговаривать с ним. Это было вполне понятно. Но когда он увидел, что еще двоих культиваторов стадии формирования ядра, которые действовали точно так же, Хань Ли почувствовал, что что-то не так. Неужели произошло что-то, пока он был в небесном зале? Как только эта мысль появилась у него в голове, Хань Ли забеспокоился и еще скорее поспешил назад. Однажды, когда Хань Ли медленно пролетал над морем с духовным камнем в руке, он заметил группу около 8 культиваторов, летающих поблизости. Все они были в стадии заложения основы и, казалось, принадлежали к какой-то местной власти. Хань Ли молча подлетел к ним полоской лазурного света. Он не скрывал себя, позволяя группе культиваторов видеть его приближение. Они хотели было отреагировать, но старик приказал и оставаться на месте. Несмотря на то, что у старика были совершенно седые волосы, он был очень умным. Не дожидаясь приближения Хань Ли, он взял на себя инициативу и с уважением поприветствовать его, что могут эти младшие помочь господину, у его было идеальные манеры. Лазурный свет исчез перед ними, являя Хань Ли. Он равнодушно прошелся по ним взглядом и спокойно спросил: «Какой секте вы принадлежите и куда вы направляетесь?» Старик торжественно ответил: «Мы из секты 3 бессмертных. По приказу мастера секты мы направляемся в город Звездного неба». Хань Ли нахмурился и, немного помолчав, спросил: «Направляетесь в город Звездного неба?» Я заметил, что сейчас очень много культиваторов направляются в город Звездного неба. Однако они выглядели довольно нервными. Старик внутренне вздохнул, но он поспешно рассмеялся: «Ха-ха». Кажется, что старший, должно быть, провел довольно много времени в заброшенной области, не слышав об этом. Не так давно в городе Звездного неба произошло большое событие. Все ближайшие секты и силы начали посылать людей в город. Глава 500. Коалиция звездопада. Хань Ли равнодушно проговорил: «Какое еще событие? Я всего несколько дней назад покинул уединение». «Расскажи, что случилось?» Старик почесал подбородок и тихо проговорил: «Младшему вполне естественно отвечать на вопросы старшего. Но могу ли я узнать ваше имя?» Услышав это, Хань Ли немного удивился. Он слегка призадумался, а затем он загадочно улыбнулся и сказал: «Кажется, вы очень осторожны. Я старейшина секты изысканного звука, Хань Ли. Вы слышали обо мне раньше?» Услышав имя Хань Ли, старик вздохнул с облегчением и улыбнулся. «Так получается, что это вы старейшина Хань. В этом случае вы можете не считать меня посторонним. Мастер нашей собственной секты, близкий друг мастера секты изысканного звука, фиолетовой духовной феи». Хань Ли был удивлен его утверждением, что они были на одной стороне, и невольно рассмеялся. Это очень смутило старика. «Я сказал что-то не так», — подумал старик с опаской. Улыбка Хань Ли исчезла. «Я не занимаюсь вопросами секты, и все равно, даже если ты солжешь по этому поводу. Все, что я хочу, чтобы ты честно ответил на мой вопрос. Так что произошло, как я могу обманывать вас, старший?» «Я не вру», — старик заговорил с улыбкой на лице, но когда взгляд Хань Ли стал ледяным, он сразу же начал объяснение. В последнее время в области моря рассеянных звезд ходят слухи, что небесные звездные мудрецы находятся на грани прорыва к стадии божественного существа. Дворец звезд воспользовался этой возможностью и начал уничтожать врагов.
Сначала предполагалось, что это всего лишь слухи. Но потом Дворец звезд издал официальный приказ всем местным властям, чтобы все мастера сект и лорды островов немедленно прибыли в город звездного неба и заплатили дань, в противном случае на них повесят ярлыки предателей, и они будут уничтожены. Хань Ли моргнул, а затем проговорил, не веря своим ушам, неужели все платят дань небесным звездным мудрецам? Я правильно понял. Дворец звезд отдал такой приказ, старик горько улыбнулся, верно. Этот приказ ошеломил всех. Если бы Дворец звезд считался настоящим гегемоном области моря рассеянных звезд, в этом бы не было ничего удивительного, но вряд ли культиваторы дьявольского и праведного Да подчинятся этому. Хань Ли пронесся взглядом по остальным и спросил, тогда все культиваторы, которые я видел по пути, направлялись в город звездного неба, чтобы заплатить дань небесным звездным мудрецам, трудно сказать. Старик казался нерешительным. Странное выражение появилось на лице Хань Ли. Он полюбопытствовал, трудно сказать. Что это значит, старик продолжил с беспомощным выражением, старший, я еще не все сказал. Вскоре после того, как Дворец звезд издал этот приказ, культиваторы праведного и дьявольского Да сформировали коалицию звездопада, провозгласившую разрушение гегемонии Дворца звезд в области моря рассеянных звезд. Праведные Да выбрали своим представителем старейшину Вань Саньгу, а дьявольское Да выбрали архиепископа Шести путей в качестве двух лидеров коалиции звездопада. После создания альянса многие секты, принадлежащие праведному и дьявольскому Да, стали объединяться под их знаменем. К ним также стали присоединяться культиваторы-отступники, которые не принадлежали ни к каким сектам, а также около 10 культиваторов стадии зарождающейся души. Кроме того, коалиция звездопада поступила подобно Дворцу звезд, издав свой собственный приказ, который получил название «Призрачный манифест коалиции звездопада», где говорилось, что любой, кто не присоединится к ним, будет признан врагом и уничтожен. Кроме того, они утверждают, что вскоре они нападут на город звездного неба, чтобы свергнуть власть Дворца звезд. Когда Хань Ли услышал это, выражение его лица ничуть не изменилось, но ум его был в оцепенении. Он и представить себе не мог, что могло такое произойти. Пока он был в небесном зале, какое-то время Хань Ли был в растерянности, но потом он пришел в себя и спокойно посмотрел на старика, что из себя представляет указ коалиции звездопада. Ты видел его сам лично? Старик был ошеломлен на мгновение, а затем с энтузиазмом ответил, она находится у мастера моей секты, но, если старший желает, у меня есть копия на нефритовой пластинке, и я могу показать. Да, давай взглянуть. Хань Ли кивнул с безразличным выражением. Старик тут же полез в свою сумку для хранения и поспешно достал нефритовую пластинку, которую потом передал Хань Ли. Тот взял ее и погрузил в нее свое духовное чутье. Через секунду он почувствовал себя совершенно ошеломленным. Манифест был точно таким, как и тот, который Учжоу показывал старейшинам 6 объединенных дворцов, давным-давно. Несмотря на небольшие различия во внешнем виде, он был практически точно таким же. Казалось, что праведное Да и дьявольское Да уже давно были в сговоре, но тщательно скрывали это. Хань Ли был поражен и бесцеремонно возвращал нефритовую пластинку к старику, а затем он сказал, вот как, значит вы направляетесь в город звездного неба, чтобы увидеть результаты битвы и впоследствии принять решение. Старик немного смутился, все верно, старший. Под командованием нашего мастера секты мы должны изучить ситуацию. В конце концов, наша секта 3 бессмертных довольно маленькая, так что нам лучше выбрать сильную сторону. Однако за этот короткий промежуток времени коалиция звездопада уже начала атаку на островах внешних звезд и успешно их преодолела. Некоторые острова перешли на сторону коалиции звездопада. Кроме того, некоторые мерзавцы пытаются воспользоваться ситуацией и разжечь хаос. Многие культиваторы-отступники и члены небольших сект исчезли без следа. Эти слова старика объясняли то, почему культиваторы так осторожничали во время путешествий. Хань Ли был очень доволен ответом старика и спокойно сказал, вот как. Ты хорошо ответил на мои вопросы, можешь быть свободен. Тогда нам пора. Старик радовался словам Хань Ли и почтительно поклонился на прощание, а затем умчался прочь вместе с группой своих культиваторов. Хотя он видел, что у Хань Ли был не жестокий характер, он все равно опасался незнакомого культиватора стадии формирования ядра. Хань Ли завис в воздухе, бормоча про себя. Крупная война разразилась между Дворцом звезд и Союзом праведного и дьявольского Да. Такая война просто не могла не привлечь внимание эксцентриков зарождающейся души. Как только они примкнут к одной из сторон, значит, им не избежать участия в войне. Таким образом, ему было намного безопаснее потратить свое время на изучение небесного котла. И наоборот, война заставила бы его вернуться в город звездного неба. По крайней мере, культиваторы, въезжающие в город, теперь тщательно обыскивались, особенно культиваторы стадии формирования ядра, как и он сам.
Кроме того, если битва дойдет до города, он не сможет войти туда. Дворец звезд, скорее всего, не запустит никаких культиваторов за это время. С этой мыслью он вздохнул. В последующие несколько дней он перехватил несколько низкоуровневых культиваторов и задал им одни и те же вопросы, получая аналогичные ответы. Теперь Хань Ли просто плавал над морем, безучастно глядя вдаль с лицом, полным сомнений. Он поднял голову, взглянул в голубое небо, взмахнул рукой, и перед ним появилась маленькая лазурная бутылка. Хань Ли беспомощно посмотрел на бутылку. Использование многолетнего духовного молока так скоро выглядело как огромная растрата, но если он не поспешит, коалиция звездопада начнет атаку. Его планы по вступлению в город звездного неба и побег в область внешних звездных морей через их транспортные формации будут обречены. Немного подумав, Хань Ли в конце концов открыл бутылку, скрипя зубами, и отхлебнул несколько капель прозрачной жидкости. Затем он убрал бутылку, надел кроваво-красный плащ и метнулся вперед на невероятной скорости, мгновенно исчезнув за горизонтом. Спустя полмесяца, когда Хань Ли почти исчерпал свою магическую силу, он выпил еще несколько капель духовного молока и продолжил перемещаться с помощью кроваво-красного плаща. В результате Хань Ли двигался со скоростью, которой обладали культиваторы на ранней стадии зарождающейся души, и значительно сократил время пути. Более того, некоторые культиваторы формирования ядра, с которыми он сталкивался на пути, принимали его за эксперта зарождающейся души и обходили десятой дорогой. Как и ожидалось, никто не осмеливался даже думать о том, чтобы побеспокоить эксперта зарождающейся души.